Ну что, ребят, хотелось бы отметить тот факт, что не только лишь криптой, как говорится, единой зыждется земля наша славянская, а есть еще и какие-то вещи вдоль и поперек, как говорится. Именно для этого мы и создали нашу новую рубрику «Ухонос». Вы спросите, с чем связано это название? Конечно же, пытливый ум начнет копать с точки зрения формирования наших фамилий. Перекапывать. И, скорее всего, подумает, что это потому что Ушаков и Носов. Но нет, мой дорогой дружок. Это только лишь потому, что мы из криптовалютной ниши вытащили наш нос и пронюхали, значит, как там и что там, чем пахнет, если там денежка. И окинули ухо, кто что говорит, что почем, хоккей с мячом. И мы начинаем нашу новую рубрику. Заставка. Слушай, но ты понимаешь, что действительно в мире творится множество интереснейших событий? Это факт, это факт. Это 21 прям... век, конечно, да. дает нам порох. Давай будем играть в новостной пинг-понг, можно так сказать. Пинг-понга. У меня есть что сказать тебе интереснейшего. У меня тоже есть что тебе доложить. У меня прям, ну прям, давай я. Ну давай, давай. Давай на каменцы. Камень, ножницы, бумага. Только без колодца. А как? В смысле, без камня. Ну 3 пункта есть. Ножницы, камень, бумага, ножницы. Давай, цуефа просто и все. Ну, цуефа это ужасно, конечно. Давай. Раз, два, три. Все, видишь? Олимпиада 2021. Украинская теннисистка Даяна Ястремская, Даяна Ястремская заразилась допингом через секс. Несмотря на это, она была допущена на соревнования. Оправдано это тем, что ее парень, с которым за день до этого у них была близость, и вечером, и утром, со слов теннисистки, принимал мужские лекарства. Стоямбино? Ну, как бы у нас Стоягра? Это наша подрубрика «Новости спорта». Новости спорта. Даяна Ястремская заявила, что ее дисквалифицировали неправомочно, потому что вчера в нее несколько раз спустил ее парень. Так сказать, стрельнул. Давай допустим себе такую ситуацию, в которой, ну, действительно у парня был допинг. Слушай, она теннисистка, она спортсменка, у нее много энергии. Но он может быть обычным, но может быть он обычный парень. И ему нужно как-то подготовить спортсменку на выход, на корт. А как бы ее нужно зарядить-то энергией, а зарядить-то нужно не разок, а и вечером, и утром. Поэтому он принял лошадиную дозу. И лошадиная доза чуть-чуть передалась. Понимаешь, какая проблема? Получается, это напутствие спортсменам. Футболисты понимают прекрасно, что... У меня есть одна история. Можно? Веселиться нельзя как бы перед игрой. Но все равно нет-нет, да и в каком-то стриптиз-баре их нарисуешь. Была реальная история такая на Олимпиаде. Могу ошибаться, по-моему, 72-го года в Мюнхене или где-то. Короче, немецкие пловчихи. Это ужасно немножечко. Ну, даже не немножечко, а ужасно. Короче, делали искусственную беременность. То есть они специально пропускали голы где-то за полгода до Олимпиады для того, чтобы их организм начинал мобилизироваться, и делали аборт после месяца беременности, но организм набирал силы специально, и они реально были в более выгодном положении, чем другие пловчихи. Это реальный факт. Поэтому, может быть, Даяна говорит, давай не перегибать, просто пару раз как бы проверимся. Ну, сейчас я проверю быстренько, правда это или нет. Ну, это правда. Да. Слушай, но на самом деле, мне кажется, для девчонки это такая не очень прикольная история, ну, типа, публично рассказывать о том, что да, у нее вчера была шпили-вили. Причем я эту новость читал. Перед этим, по-моему, Der Spiegel писал о том, что у них есть инсайт. Шпигель, конечно. Der Spiegel писал про шпили-вили. Да, и вот они писали о том, что у них есть инсайт, о том, что она не виновата, и это ее оправдывает. А что если парень Ястремской это главред Шпигеля. Der Spiegel? Не, так просто ты понимаешь. Потому что они написали о том, что у них есть инсайт, о том, что Ястремская не виновата, это парень, скорее всего, там была какая-то любовь. Чувак, ну ты понимаешь, то ли тебя дисквалифицировали на 4 года, и ты как бы вообще не можешь нигде играть, то ли ты говоришь, ну слушайте, ну дала слабинку сегодня, и вечерком... Нет, с другой стороны, а что, она не может... Ну она же взрослая. Она взрослая. Ей же не 12 лет. Ну да, вроде. Но выглядит она, кстати, очень симпатичная. Жалко, что мы не можем обсудить этот момент, потому что есть багажник.
Давай, Глебушка, что там у тебя есть? 84-летнего старика из Германии оштрафовали на 250 тысяч евро за то, что он хранил, знаешь что? Танк Второй мировой войны у себя в погребе и зимой чистил им снег. А, то есть танк на ходу? Также у дедушки нашли танк «Пантера». Танк «Пантера», ребята, это у немцев был танк «Тигр» с броней вот с такой вот полметра, который нельзя было даже пробить прямым выстрелом в бронь. А «Пантера» это были... Это им не помогло выиграть войну. Да, потому что был Т-34, который отражал снаряды. И были танки «Пантера». В них вложено было невероятное количество денег. Это были быстроходные танки, и они типа должны были очень быстро врываться в тыл врага и там уже куролесить. Короче, дед оторвал танк «Пантера», зенитная установка, торпеду, миномет, стрелковое оружие и более 1000 патронов. Суд приговорил деда на 14 месяцев испытательного срока. Нет, слушайте, а реально вообще на самом деле представьте себе ситуацию, а как этот дед умудрился между, значит, всеми союзными войсками, в первую очередь перед советскими, этот танк приныкать в горы? Закопал его просто, а потом откопал, ему скучно же было. Но он загнал его в погреб, закопал. Ну, ты видишь, реально глубоко закопал. Вот фотка... да, кстати. Да, фотка с места событий. Ну, реально, он его туда загнал, а потом уже, живет себе в селе. Не, так там реально такой очень удобный подземный гараж. Прикинь. Я думаю, что там у деда и кокаин есть. Причем сталинских времен, не сталинских, а еще Отто фон Бисмарков. Сталинский кокаин. Отто фон Бисмаркских времен. Вот этот вот жестко по-красному штырящий. Сталинский кокаин, это новый термин. Природные пожары начались в Афинах. Спасатели эвакуируют жителей из пригородов столицы. Свои дома покинули уже более 300 человек. Греция сейчас переживает одну из самых сильных волн жары за последние 40 лет, что сильно усложняет борьбу с возникающими по всей стране пожарами. Ребята, как 21-й, все говорили 20-й, но 21-й как бы не отпускает. А мне кажется, ли Афины уже горели когда-то? Когда, это ж есть пословица, как вот в плохом смысле, как человек, который поджег библиотеку. Есть такое выражение слава, какая-то слава. Это была отсылка к историческим событиям, Глеб. Пылающие Афины. Да, была еще такая штука, когда человек поджег библиотеку афинскую, и есть такая слава. Он хотел прославиться, и он поджег библиотеку, и сгорело там полгорода. И типа это, когда тебе говорят, что у тебя такая слава, это как бы оскорбление. Я видел в новостях недавно... Поставите, как это называется. В новостях, по-моему, если я не ошибаюсь, в Николаеве небольшой был шторм и сорвало крышу архивов. И, значит, все архивные документы вот так вот разлетелись по Николаеву. И кто-то в комментариях написал, типа, нет бумажки. Без бумажки я какашка. Нет бумажки, нет какашки. Что-то было про срок. Улетел листок, потерян срок. Как-то очень смешно. Это смешно, да. Слушай, на самом деле, мне кажется, природа нас... О чем-то предупреждает. Не, она не предупреждает, она уже конкретно... Она же просто достала и лупит по лбу. Да. Заметь. Может быть, как парень Дианы? Серьезно. В Грецию кто-то запустил 2 раза? Серьезный выпуск. Все, давайте, серьезный выпуск. Серьезный. Ты можешь перестроиться? Ребят, на самом деле, это жахіття, это очень плохо, то, что там происходит, очень жалко людей, потому что, конечно, стихийное бедствие, и природа доказывает каждый раз, что, ребята, с ней играться не стоит, поэтому нужно чуть-чуть задуматься об экологии, хотя бы просто не срать за собой, убирать за собой хотя бы. Убирать за собой что? Бутылки. Пластиковые бутылки, пакеты, не выкидывать на улице бычки, я не знаю, Ты понимаешь, что в нашей стране это не имеет никакого смысла, потому что ты раскладываешь вот так вот это, смотри, я ж уверен, так это и работает. Смотри, у нас вот эти урны отдельно для пластика, отдельно для бумаги, отдельно для стекла. Как только эта урна уезжает на свалку, это все превращается в А ты знаешь, что у нас на работе будет такое? Да? Код с сегодняшнего дня внедряет. Раздельный мусор. И он обязуется сам лично пластиковый вывозить на специальные заводы, чтобы не засорять окружающую среду. Ребята, вот так вот. Наш сотрудник, разработчик такую штуку будет делать. Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении названия праздника День защитника Украины на гендерно-нейтральное День защитников и защитниц Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства. Блин, какое достижение. Я считаю, это достойно аплодисментов. Молодец. Теперь, знаете, будет день... это прорыв. Будет день адвоката и адвокатессы, день спортсмена и спортсменки, день учителя и учительницы. А день сурка как? День сурка
день Сурова и день Сурицы. Только у Сурка получается День проблема. конька и день коньки. Проблема. У Сурка проблема. Слушай, ну на самом деле я считаю, что, во-первых, это достойно новости. Ну да. Новости, как говорит Володя Остапчук, новости Кагарлычины. Интересно просто, знаешь, вот у нас основная аудитория это женщины, девчоночки, малышки, котята. Интересно было бы, если бы вы написали в комментариях, действительно ли это было так важно для рядовых... Защитниц. Да, для рядовых наших прекраснейших девчоночек, чтобы вот это было обозначало. Что как-то не замечали мы раньше такой проблемы. Может, потому что мы как бы... скорее всего, мы не замечали этой проблемы, потому что все было как бы, да, вокруг мужика, типа, да? Ну да, там типа... Доктор. Но мне кажется, ребята, то, как у нас относятся к женщинам, это, по-моему... Слушай, а как ты думаешь, а было бы круче добавить им зарплату или просто написать, что они теперь доктрыня? Не, просто они могли с коэффициентом работать с каким-то. Не, ну, понятно, что, ну, например, опять-таки, но тут же и есть день медсестры, а медбрат же тоже есть. Медбрат есть, но медбрат никому не брат. Но он все равно медсестра. Но он все равно медсестра. Просто шутка, просто шутка. Не дай бог станет плохо. Просто шутка. А плохо станет. А просто шутка. Ну не смотри ты так. Ну просто шутка, просто пошутили. Я уверен, что твои друзья тоже шутят над тобой. Ну что ты так смотришь? Интересно, а у нас есть в подписчицах медсестра? Если у нас есть медсестра, напиши, пожалуйста, и мы подарим тебе футболку Гагарин Шоу. А если будет не одна? Значит, 2. А e-proof какой? С больницы, да? Селфи со скорой помощи. Да, если у нас среди подписчиц есть медсестра, пришли, пожалуйста, мне в директ пруф со своей фотографией в униформе. Без нижней униформы. Чуть-чуть из личного. Пользуясь служебным положением, как говорится. Ваш ход. А еще, если можно, видео такое, типа, вам плохо? Я иду к вам. Ладно, все, короче. Совсем уже начал рассказывать, все. В Украине планируют построить 6 платных автомобильных дорог с привлечением средств частных инвесторов. Максимальная стоимость по таким трассам составит от 3 до 15 центов за километр. Я, значит, давеча был в Итальянской республике и катался по, значит, их скоростным автодорогам. Автобанам. На небольших участочках совершенно дороги снимали в среднем от, по-моему, самое минимальное было евро 70. За километр. Не-не-не, это за участок из Милана в Комо. Но это совсем недалеко. 40 километров. 30-40 километров, да. А вот за более длительные участки, например, по пути следования, например, в Венецию, ну, несколько раз я заплатил 19, 12, там еще что-то, ну, евро, наверное, 50 в круг точно. Как ты считаешь, это правильно или нет? Вообще, я думаю, что это неправильно. Почему? Потому что дороги строятся и так за наш счет. Ну, там, смотри, Какого за нас? Не-не, Вовчик, там приписки, там, может быть, нет приписки. Там есть такая еще штука, что платная дорога и параллельно должна быть бесплатно обязательно. Нет, ну понятно. То есть это, например, пришел инвестор и говорит, смотри, есть у вас дорога Харьков-Киев, я хочу инвестировать своих там 5 миллиардов долларов и построить все дороги по основным направлениям, параллельно с бесплатными. Но только эти будут платные, где никто не может выйти, не зайти и все. Но в принципе, почему нет? Если есть бесплатная дорога, государственная, и платная частная. Почему нет? Бизнес, вид бизнеса. С одной стороны, да. С другой стороны, это усложняет развитие инфраструктуры. Объясню. Ну, то есть, типа, вот есть, допустим, бесплатная трасса. Так. Там, соответственно, уже сформирована, да, там определенная инфраструктура. Определенное количество заправок. Это же тоже бизнес. Да. Определенное количество кафешек всевозможных и так далее. Когда появится альтернативная трасса, да, бизнес, то, скорее всего, мы с тобой предполагаем, что часть какая-то, может быть 30%, может быть 50%, поедет по новой дороге, вероятно. То есть, соответственно, как бы эта вся новая история с новой дорогой принесет доход кому-то, кто построил новую дорогу, но в то же время заберет доход у тех, кто стоял на старой дороге. Но автозаправки будут инвестировать в новые заправки на новой трассе. Туда будут привлечены новые люди. Ты понимаешь, что для срок работы. Возврата инвестиций в эти заправки будет увеличиваться в разы. Не ставь там заправку. Смотри, конкуренция порождает Это не конкуренция. Рост. А чего Потому не что это построит эту дорогу
дорогу какая-то семья конкретная. Не бизнес это будет строить. Ну, то есть не бизнес-бизнес. Ну, то есть если бы это все происходило в Европе, я бы тебе сказал, да, это построит бизнес. Ты имеешь в виду, это просто украденные деньги будут? Ну, конечно, это за те же бабки построится новая дорога. А если это европейская компания, понятная европейская компания, придет и скажет, мы готовы инвестировать 10 миллиардов долларов в дороги, в платные, в частные дороги Украины. Для меня это было бы круто. Вот помнишь на Бали? Ты мог объезжать... На Бали ты помнишь, ты объезжал я смотрю вот в телефон, так это вот? не значит, что я тебя не слушаю. Да, окей? на Бали ты объезжал либо вот так, либо платил 20 тысяч бат и просто мог проехать через пролив. Американцы построили просто трассу через пролив. Ну, за 20 тысяч бат, $1,5. Вот просто проезжаешь, $1,5, будь добр, положи. А можешь ехать вот так вот 45 минут. Или вот тут вот за 10 минут просто на сигарете. Смотри, у меня вопрос. Вот у меня вопрос очень простой. Ты же по трассе много раз ездил в Киев, из Киева на Западную Украину, в прекрасный Львов. Это там, Андрюша ездил. ЧОП, пожалуйста, там. Андрюша ездил. Берегово, Мукачево, Одесса прекраснейшая, любимая. Ты часто наблюдал там жесткие какие-то заторы? И я не наблюдал. Отсюда делаем вывод, что у нас трасса не перегружена. Нет, не перегружена. У нас не трасса Милан-Венеция, где в 3 ряда стоят все в очереди и курят каждые 150 метров. У нас трасса не перегружена. Нет, не перегружена. Отсюда, соответственно, вопрос. На кой нам еще одна трасса? Если пришел иностранный инвестор и говорит, я хочу у вас тут построить. Я готов покупать у вас асфальт. У себя там строй. Так это же инвестиции в страну. Инвестиции во что? В еще одну бесполезную дорогу? А что бесполезно? Потому что у нас уже есть одна дорога. И теперь смотри, самый главный тезис, который я хотел донести. У нас уже есть одна дорога, и она обязана быть хорошей. Так хорошая. Потому что мы... наша дорога бесплатная должна быть хорошей априори. Наша неперегруженная украинская дорога должна быть хорошей. У нас нет такого трафика, при котором нам нужна была бы еще одна трасса. Добавьте нам за наши налоги, которые мы платим, еще одну полосу, и вообще вопросов не будет. Не, ну великое будівництво, вот, например, трассы, ну, они сейчас очень хорошо их делают. Ну, вот вопрос у меня, зачем нам еще одна платная трасса? Не, ну, может быть, например, человек сделает платную трассу. Ты понимаешь, для того, чтобы... Ты вот говоришь, придут там ребята, инвестора. Ты знаешь, что для того, чтобы построить трассу, сколько нужно проделать всевозможных работ? Ну, я понимаю. Наши леса, природу, наши какие-то ланы, поля, выселить где-то кого-то, кого-то отправить садом и так далее и тому подобное. Полстраны ради еще одной трассы, которая не нужна. А если не сделают нужную трассу? Нужную кому? Ну вот даже в стране. За 30 лет в нашей стране на трассе Харьков-Киев, Киев-Одесса и так далее не было пробок. Ну, Харьков-Одесса не было дороги. Ехали все через Киев. А сейчас вот президент построил дорогу, там сейчас есть классная дорога, да, на Одессу. Но до этого ее не было. Если бы частные инвестора бы построили, то она бы как бы хорошо бы функционировала. Ну, я могу согласиться, знаешь, лишь только с каким тезисом. Мы много рассуждаем. Слушай, давай заканчивать эту тему, но я бы согласился только лишь с тем, что у нас действительно, объективно уделено внимание дорогам... Межобластного значения. Ну да, национальной важности, назовем их так, я не знаю, правильно это или нет. Но совершенно большая, серьезная проблема с региональными дорогами, с небольшими какими-то промежутками. Областными там, даже центрами, но да, не внутри крупными. Там именно 100-километровыми отрезками. Там вообще беда, и вряд ли государство в ближайшее время, с учетом как бы, да, там наших... Днепр-Каменская, да, там вопросиков финансовых, вряд ли доберется туда. Вот там бы я дал возможность инвесторам делать короткие отрезки, строить дороги и взимать плату за передвижение по этим дорогам. Это оправдано. Там нет дорог вообще. Надо сделать там дорогу, и люди будут юзать эти дороги. Тут соглашусь, но никто туда не пойдет строить дороги. Ты же видел перечень дорог, да, которые собираются строить? Да. Там же нету трассы Кагарлык, там... ЧОП. Нету там таких трасс. Там строят трассы вдоль трасс, которые уже существуют. Ну, то есть очередная какая-то происходит. Я не понимаю. Бред. Ну ладно, поехали дальше. Ребята, если у вас есть какое-то мнение на этот счет, напишите в комментариях. Может быть, мы не совсем правильно понимаем. Объясните. Хотелось бы понять. В Кувейте горит самая большая в мире свалка из 52 миллионов использованных покрышек. Участок возгорания угрожает стране экологической катастрофой. Ребята, что-то... Жопа, ты видел? 21... Ты видел, как гоняли? Нет, я, кстати, не видел. Вот фотка. И это только начало. Фотка не передает. Ты не понимаешь. Там, я включу видос. Там трешара такой жесточайший. Просто адский ад. Да. Я не могу понять, на какой случай они хранили такое количество шин. На случай Майдана? Ну, просто
это оградить весь Кувейт. Слушай, да, если они хранили эти шины на случай Майдана, то, по крайней мере, минимум хотели захватить Юпитер. Нет, это ж когда это Ирак в них вторгался. Да, буря в пустыне. Операция «Буря в пустыне», по-моему, в 92-м году была, когда США... Их пытались забросать шинами? Нет, и армия Ирака вторглась, и в армии Ирака было 400 тысяч человек, они вошли, и США... Они вошли, и были такие пидстопы, едет хаммер военный такой. Не, они захватили Кувейт очень довольно быстро. Разули, выбросили резину на эту свалку. Довольно быстро. Одели новый Мишлен, последний, свежий, 2020 года. Нет, довольно быстро захватили Кувейт, там многие кувейтяне выставили флаг Ирака, прилетели самолеты ВВС США и наземные подразделения небольшие. Короче, погибло где-то там под 200 тысяч или 150 тысяч армии Ирака и 238 солдат США. Цифру могу ошибаться, плюс-минус 100 солдат. Ирак сдался. Операция «Буря в пустыне». Операция... Короче, ребята, на самом деле катастрофа... Ты лезешь в чужой край, эта операция называется. Ну, катастрофа сумасшедшая. Сиди у себя там на К сожалению, вот такие тоже штуки, когда человек бессилен, значит, нужно все же иногда думать хотя бы на один шаг вперед. На один. Хотя бы на один. Хотя бы надо было как-то разграничить эти покрышки, чтобы они все одновременно не загорелись. Ты гений. Просто... Ну, делать по 3 метра... Там какие-то эти. И эта рекомендация отправляется в Кувейт. В Украине планируют массово сносить многоэтажки. Что? Минрегион сообщает, что снести планируют около 30 тысяч старых жилых домов. Единственное препятствие – это то, что 75% жителей должны дать согласие на переселение в новостройки. А тут где-то чувствую на... А ты знаешь, что срок эксплуатации зданий, в которых проживает большинство граждан нашей страны... Салтовка? Не только Салтовка и центр. Хрущевки строились, если я не ошибаюсь... Ну, пока Хрущев не погибнет, то есть лет на 50. Нет, какие 50? 30? Не, там слишком был короткий срок. Вообще 20-летки? Ну, короче, я не Типа буду... построили завод и снесли здание? Да, это были здания с небольшим сроком эксплуатации. То есть все сроки эксплуатации этих зданий уже повыходили. Но ты понимаешь, в чем вопрос? В каждом подъезде есть пенсионерка, которая не даст этого сделать. Я более того, видел в Киеве вот эти каменные джунгли, просто нереально высокие дома вот так вот застроены, и просто по центру стоит один частный дом во враге, где ему предлагали, уже там говорили, там чуть ли не $1 миллион, он еще хотел задрать цену, говорит, раз так, значит мы сделаем вокруг этого свалку, и он просто живет во враге, там страшно. Я тебя уверяю, царство небесное, моя бабушка, если бы вот была такая ситуация и нужно было бы, значит, снести дом, в котором мы живем, я тебе хочу сказать, что стоял бы наш дом, вокруг уже были бы космические станции. Колючие проволоки. Люди бы уже общались телепатией, и вот так вот все, значит, аморфное такое было бы, фиолетовое немножко. И бабушка с тяпочкой. И только стоял бы реально наш подъезд один, со всей подъездной инфраструктурой, конечно же. То есть полноценный лифт, функционирующий до 6-го этажа. Мусорный бак, когда ты кидаешь на 8-м, до 6-го долетел. ЖЭК отдельно работающий под этот подъезд. Понимаешь? Да. Придомовая подъездная территория. Да, да. Невозможно было бы ее куда-то дисквалифицировать. Но я тебе клянусь. Ну, все. Но я думаю, что будет проблемно. Хотя пару лет назад слышал, подобное происходило в Москве. Тоже был кипиш, шухер, тролливали. Особенно, представляешь себе, у тебя в Сталинке квартира за минимум там $500 000. Ну, как-то расселили, как-то что-то договорились, посносили. И, значит, у нас получится, я так думаю, наверное. Хочу сказать, что за 2020 год в океан попало 1,5 миллиарда одноразовых масок. На их разложение потребуется 450 лет. Это если не армянские маски. Армянские быстро. Ну, украинские тоже, мне кажется, что могут немножко... Украинские армянские маски. Украинско-армянские маски. Год, и ты без нее. Они же делались из экологических материалов, которые, в океане не растворяются. У нас продуманные ученые, как бы. На самом деле, я вот наблюдал... Знаете, какую картину интересную? Вот я словил себя на мысли на такой. Значит, у меня маска. Илона Маска. Недавно мы были на лечении в Италии. На лечении в Италии? Да, мы на лечение туда прилетели. Да, и вот между курсами терапий, которые мы проходили в день вот это, да? в клинике, не, это что я не пил, просто выкладывал сторис с одним и тем же бокалом. Так вот, фишка в чем? Значит, у меня маска
но именно ультра уставшая. Супер секонд-хенд. Знаешь, ну такая именно, ну она выглядит как тварь. Ты ее с Украины привез? Я ее привез с Украины еще той, когда казаки саблями рубились. Вот с той Украины я привез эту маску, но она выглядит именно так, знаешь. И что? Вот, ну да, я ее одеваю, она просто так вот висит. И каждый раз разной стороной, правильно ж? Катышки, понял, катышки, какие-то там животные, уже какая-то жизнь. Ну, брат, ну можно, ну пусти нас на свободу. И ты понял, я захожу, значит, на фуникулер, и женщина мне такая перепуганная в какой-то триемовской маске с клапанами, там, с вызовом экстренным спасением. Связь с инопланетянами. С надувной лодкой, которая, если что-то... И она мне такая, типа, говорит, типа, сори, говорит, надо надеть маску. Я говорю, да, я понял. Я достаю свой вот этот кусок этого дерьма и одеваю его на лицо, и она говорит, спасибо. Я вот реально, ну, понимаете, абсурд, ну, вот этот дебилизм. В этой маске ты можешь спидом из моего рта заразиться. Причем через жопу. Я ее одел на лицо, скажи мне, вот ты меня попросила. И она сразу успокоилась. Она сразу успокоилась, такая, типа, фу, все в порядке, спасибо. Фу, слава богу, он в маске. Санта-Мария. Все, не, мальчик в масочке, все в порядке, все в порядке. Херсонские фермеры выбрасывают огурцы из-за вала цен. Стоимость огурцов упала до 1 гривны за килограмм. Из-за этого сотни килограммов огурцов выбрасываются или уходят на корм баранам. Из-за этого сотни... Это не фейк? Это новости экономики, между прочим. Прикиньте, насколько богата Украина, насколько у нас, урожай в этом году космических огурцов, что не стоят просто ничего. Слушай, я не понимаю одного, то, что у нас, здесь локальный бал вампиров, окей, но в мировом рынке же, можно же немножечко было продать огурцов. А как ты их тут... нет, в этом весь и прикол, ты хрен их туда экспортируешь. В Евросоюзе у нас квоты. Можешь продать какой-то другой стране. Какой? Какой-то другой. Какой? Туркам? Нашим соседям по стране третьего мира. Приднестровью? Сверху или снизу. Просто по Днестру их пустить, и они приплывут. Знаешь, в лукошке в таком, как ребенка. Если вам не жалко, положите деньги, мы их встретим на выходе в черный. На лукошке QR-код. Европейский подход. Как ты думаешь, из Приднестровья поступила бы транзакция в блокчейн? Не, они приднестровские бы леи кинули бы туда, говорят, пожалуйста. Говорят, спасибо. Подтерся, говорит, туалетная бумага хоть не нужна. А так просто. Смотри, из этого сотни килограммов огурцов выбрасываются. Огурцы, прикинь, не хилевшие, просто выбрасываются из лукошки. Херсонский облсовет. Заседание. Выступает глава облсовета и говорит, поступают жалобы от нашего сектора экономики, от сектора бизнеса, от наших огурцовых собратьев. Абсолютный паритет есть с точки зрения избытка огурцов в данный момент на рынке. Что будем с ними делать? И там такое, знаешь... Господин Огурцевич. 4 варианта ответа. Понял. И вот эта музыка. Добрый вечер, с вами Дмитрий Дебров и первый огурец. И 4 варианта, понял? И вариант номер 1. Отправить в Приднестровье. Вариант А. Отправить в Приднестровье. Не обращать внимания на переизбыток. Вариант Б. Не обращать на переизбыток. Вариант С. Выбросить. Вариант С. Выбросить. Вариант Д. Отдать баранам. Вариант Д. Отдать баранам. Скажите, какой вариант вы выберете? Глава облсовета выбирает 50 на 50, понятное дело, потому что очень сложно. Ему выносят 2 по 50 коньяка, и глава облрады принимает решение. Да, и все, и остается выбросить и отдать баранам. А почему? Потому что бараны дали еще 2 по 50. В одноименной передаче можно было выбрать только один вариант, но Херсонский облсовет настолько коррупционный, что выбрал два. Ну что, ребята, это хороший вариант, и мне нравится. Украина завоевала первую в истории медаль в артистическом плавании. Но не все пошло гладко. На Олимпийских играх в Токио при вручении награды диктор перепутал украинских синхронисток с российскими и представил 3-е место как Олимпийский комитет России. Я надеюсь, он сказал «на России». Да. Позже девушка исправилась, но осадочек остался. Ребята, конечно... Хорошо плавают синхронистки на России, вот так он сказал. Да. Хотел бы заметить, что украинские синхронистки всегда отлично выступают. Школа украинских синхронисток входит в топ-3 мира. Да. Кузница находится на Харьковщине. На Харьковщине в акварене знатной. Знатнейшей акварене. Топ-3 мира. Целуем ее в губочки вот так вот прям.
И в плечики вот в эти. Ну, не знаю. Мне кажется, я тоже широкоплечий. Нет, чувак. Ну, синхронистка. Я ж не говорю с синхронистом. А есть синхронисты? Пока еще нет, слава богу. Пока еще нет, слава богу. Но они планируют вести, кстати. Я думаю, первая сборная Голландии будет. Lamborghini Huracan, которую благословил Папа Римский, была продана на аукционе за $860 тысяч, что в 4 раза превышает стандартную стоимость. Спорткар был изготовлен специально для понтифика, который оставил под ним автограф. Вырученные деньги Папа Римский решил передать на благотворительность. Интересно, а Папа Римский не сделал там случайно Stage 2? Может быть, в новости не раскрыт весь смысл? Может быть, Папа Римский нет-нет, да и поставил там несколько турбонагнетателей, выхлопную систему, мидпайпы, даунпайпы, прошивку на Сайвексе, карбоновые ковши, стекла боковые из плексигласа. Ребята, это все, это вот просто юмор. Вот, пожалуйста, просто юмор. Это просто юмор, как бы, да, но понтифик и Huracan как-то мне не очень понятно. Благословил Huracan для того, чтобы продать его. А может ли этот Huracan кататься 400 км в час? По Харькову, например. Например, вот на научной. От коня стартуем, допустим, все светофоры зеленые. И просто улица перекрыта. И в продолжение темы наша рубрика «Трэш». Трэшина. Новости. Хух, даже Так, не страшно смотри, давай, читать только текст. не смотри. Ты первый? Кто первый, Вов? Давай. Раз, два, три. Иди сюда. В Херсонской области коня перекрасили в зебру и катали детей. Дикие свиньи пытались ворваться на Запорожскую атомную электростанцию. Реально, лошадь зебра. Тело утопленника в Одессе 4 часа пролежало на пляже, не смущая отдыхающих. А люди купаются с детьми. Так а у нас люди что? У нас, ну а чем ты наших... Смотри, лежит реально труп. Этот труп накрыли простыней, и люди рядышком стоят, купаются с детками. Вон ребенок, посмотри, один, второй, третий, детки, да, купаются. Ну а что, ну пофиг вообще. Так у нас люди такие, ну а как? Ну может быть просто перебухал, ну и спит. Страшно жить в такой стране, Нет, да? а вот ты понимаешь, у нашего человека... Вот, опять-таки, вы помните вот этот прикол, когда там в России падал метеорит, и ни один человек не дрогнул, ни один человек не побежал, никуда не запаниковал, ничего не произошло. Тут лежит труп, ну лежит и лежит, ну умер человек. Ну все, и продолжаем. Мы же приехали на море, мы что, день будем тратить? На самом деле, сука, почему хочется шутить? У нас серьезные новости. Ну тут как бы... Под водой можешь зебру лучше под включить? водой его кто-то отпевает. Там включи зебру. О, посмотри, коня в зебру перекрасили. А на зебре можно кататься? Нет же. Ну, ну, если это зебра, то да, но на коне-то можно. Ну, это как десятка в обвесах. Приблизительно тот же смысл. Просто. Ну, прикольно на самом деле. Ну, а что лошади в кого она покрашена? Бабки-то, овес-то посвежее дают теперь. Все. Ее теперь кормят как зебру. А она просто лошадь. Слушай, да тебя там в городе никто не ценит вообще. Это вы знаете, но зато я кушаю в ресторанах. Мне кажется, я говорит, ты все равно скоро помрешь, давай тебя в зебру покрасим. Не, она, говорит, просто переехала. Она приехала в город, и ей надо как-то пробиваться. Как-то в зебры надо пробиваться. Одесский горсовет сдал в аренду туалет за 300 тысяч, с переносом, за 300 тысяч 1 гривну в месяц. Кто сдал кому? Подожди, кто сдал? Одесский горсовет сдал в аренду туалет за 300 тысяч 1 гривну в месяц. Или там шутка должна была быть про всем, кто жалуется на элитные туалеты в парке Горького и считает, что можно было бы там постелить плиточку подешевле и унитазы попроще поставить, рекомендую ознакомиться с данным контентом. Смотрите в Одессе. По данной новости. Вот, смотрите, туалет за 300 тысяч. И вторая новость. Львовский водитель хлебовоза вместо анализов на наркотики сдал капли для носа. Откуда? Он просто накапал. Откуда капли? Из носа вестимо. Из носа. Из носа вестимо. Откуда капли? Из носа вестимо. А там нету никаких пояснений? Нет. А вот. Хочется подробностей просто. В Харькове судья пожаловался в Верховный Совет Правосудия, потому что ему прислали конверт с фальшивыми долларами. Ну, правильно. Алло, Вась, ну, было, конечно, но на свадьбе пустышку получал, блин, ксерокопию доллара. Слушай, а я вот единственное, что не могу понять другого. А почему нельзя было сделать так, что, допустим, конверт пришел жене,
и жена подала в местный Харьковский суд, и дело попало почему-то к этому судье, и он его выиграл. Случайно. Его Вова, жена- ну это сильно сложная схема для этих ребят. Проще обратиться в Верховный суд. Они могли бы, в принципе, в биткоинах получать, и все. Алло, Саш, слышишь, тут такая ситуация, пришли фальшивые доллары, я подаю в Верховный суд. Да, тебе. Все, давай, обнимаю. 50 на 50, как обычно. Да, это интересно. Верховная Рада переименовала СМТ Новгородская в Донецкой области в Нью-Йорк. Это правда. Нью-Йорк, Нью-Йорк, тан-тан-тан-тан. И идет конь, покрашенный в зебру. У него на веревке вот этот чувак, который простынкой накрытый с пляжа тянет его. А ты знаешь, эта новость не полная? Не полно, а что там еще? Вы знаете прикол этого СМТ Нью-Йорк? До СМТ Новгородская оно было СМТ Нью-Йорк. Оно называлось Нью-Йорк изначально. Его потом переименовали в Новгородское, и они потребовали вернуть старое название Нью-Йорк. Ну, у него же, наверное, было предыдущее какое-то название. Нет. Это типа когда была фишка, когда якобы дружба. Донецк просто и Донецкая область существуют больше, чем Нью-Йорк. В США есть город Одесса, например, город Москва, город Санкт-Петербург. По миру Прикольно. есть такие. Ну, Да. прикольно. И эти нью-йоркчане. Ты можешь просто... Там прописка стоит Интересно, а недорого, во сколько кстати. раз меньше бюджет Нью-Йорка Донецкой области от Нью-Йорка в Соединенных Штатах? Я думаю, что если бы они получали Есть хотя ли бы... какая-то диспропорция, как Если ты бы они считаешь? хотя бы получали 0,00000. Но я бы на самом деле продолжал эту движуху, я бы продолжал этот трэш и декорировал бы локальные какие-то постройки в стиле Нью-Йорка. То есть у меня бы там в этой деревне... Где-то вот такая была бы статуя свободы. Потому что у них там нет свободы. Не-не-не, там можно... Не, нет свободной, ты понял? Там по-любому есть Ленин, да, на него можно было бы одеть корону и чуть-чуть ему сломать руку. Вместо этого понял, что уголь держит. Да, держит. Да, Не, просто поджечь уголь. Уголь же горит. да. И, Кокс. Кокс. И каждый вечер президент Нью-Йорка из Донецка приносил бы туда свежий уголь. Президент Нью-Йорка из Донецка. Это очень хорошо. Ну, в принципе, все сходится, но... Ну, додумай сам. Да, думай сам. А Бруклинский мост, это вот через речку По-любому. Шмых. Этот маленький мостик пешеходный. По-любому, вот этот известнейший парк был бы в центре Нью-Йорка. Полуголый харьковчанин отбивался палкой от полицейских, которые хотели снять его с крыши. Да, это прикольная новость. Новость прикольная, ситуация как бы не очень. Да, Там, и один насколько из- мне известно, к сожалению, полицейских- полицейский пострадал. Да, он упал с крыши. Вот. А чувак этот, по-моему, по крыше, который бегал, значит... Вот иногда, знаешь, меня останавливают без причины полицейские. Я думаю, какие пи***то? Ну вот без причины же остановили. А вот тут, настоящие полицейские. Не просто какие-то задроты, которые стоят и пытаются скосить бабок на дороге. Залезли на а крышу. настоящие полицейские увидели ситуацию, полезли на крышу. Они могли бы ему снизу кричать: «Слазь! Дебил. Все будет хорошо!» И камня в него кинут. Нет, ты они понял? полезли на крышу. И в итоге один полицейский пострадал, приносим соболезнования. Соболезнования пострадавшему. Респект можно его Да, выразить. и вообще респект вот таким полицейским, которые реально идут и решают вопрос, а не этим, которые останавливают Слушай, на но трассе. если ты едешь, то тебя остановили, ты ничего не сделал, ты показал документ, он тебе говорит, всего хорошего. Нет, едь. Глеб, нет. Смотри, в этом прецедент. Смотри. Если Смотри. оборотни в погонах... Не-не-не, смотри, прецедент, смотри. Прецедент заключается в чем? Прецедент заключается в том, что они превышают полномочия. Тогда да. Они не имеют права тебя остановить просто так. То есть, если тебя остановил коп... А можете по-человечески сказать, ребят, вот... Ребят, реально надо 200 рублей. Нет, не без денег, просто вот... Купите пожрать. Нет, там мы... Купите десятку. Не, он говорит, смотрите, пятница... Не, представляешь, тебя Пятница, час ночи. Не, остановят тебя полицейский и говорит: реально, жене обещаю уже 3-й месяц купить сережки. Но не вывожу я с этой зарплаты, потому что коммуналка, потому что то, сё, 5-10. Ну просто подмоги в ситуации. Я бы с огромным удовольствием, с распростертыми объятиями перекинул бы ему на решение вопроса. Ну, просто так, по-честному. А если он тебя останавливает и говорит, смотрите, в пятницу, в час ночи очень много ездит пьяных. Вы пили? Ты говоришь, нет. Он говорит, спасибо, всего хорошего. Такое может быть? Ты за такое? В целом. Против. Почему? Потому что превышение служебных полномочий. Все, ладно. Следующая новость. Не-не-не, смотри, подожди. Я ж тебе объясняю, как это работает. Почему это не круто? Потому что он тебя останавливает. Вот у тебя, например, в машине есть огнетушитель? Нету. Нет. Не знаю. А вот Не, он, это да, я понимаю. смотри, Я он вот тебя это- останавливает и начинает тебя
за все. То есть у него нет причины для остановки. Как это у меня было пару недель назад. Меня остановили, потому что меня остановили, я открываю окно, говорю, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте, там такой-то, такой-то. Я говорю, здравствуйте, причина остановки. Он говорит, ваша машина находится в ориентировке. Ну это уже плохо. Я ничего не нарушил. У меня номера на месте, свет ближний включен. У меня все хорошо, я трезвый. Точнее, я сидел, бухал пиво, ехал водитель за рулем. Но сам факт, все в порядке. Вот, я говорю, супер, говорю, пожалуйста, покажите, пожалуйста, ориентировку. Если действительно в ориентировке, мы там все откроем, покажем. Он говорит, пройдемте. Я говорю, не пройдемте. Покажите. Я говорю, покажите. Он говорит, пройдемте, у меня в компьютере, я не могу показать. Я говорю, сфотографируйте на телефон ориентировку, принесите сюда. Если действительно в ориентировке, я извиняюсь, все, мы как бы покажем, все же нужно. Он говорит, нет, так это не работает, мне нельзя фотографировать. Я говорю, а мне нельзя выходить из машины. Что делать будем? Мы поехали дальше? Он говорит, нет. Говорит, вы в ориентировке. Ну, мы, короче, долго это мусолим, минуты 3-4 друг другу объясняем, что это как бы чистый бред. Я говорю, ты же понимаешь, говорю, что ты нас остановил, потому что ты за***ный коррупционер. Он говорит, нет, почему вы обзываетесь? Я говорю, я не обзываюсь, я констатирую факт. Ты остановил нас без причины. Я говорю, ты остановил нас в надежде на то, что от нас пахнет алкоголем, и ты на этом заработаешь 25. На том, что у нас нету страховки, и ты срубишь там пятихаточку. Он говорит, хотите, я вам скажу реально? Вот у нас есть люди в розыске, говорит, и начинает показывать в телефоне фотографии людей в розыске. И я говорю, и дальше что? И ты, говорю, останавливаешь все машины и сверяешь, вот так вот, похож ли он на человека, который в розыске? А я только что сзади за тобой проехало 2 машины. Ты спинным мозгом почувствовал, что они не в розыске? Говорю, давай так, говорю. Да, когда план перехвата останавливают всех. Всех. Да, просто всех. Жесткий план перехвата. И тогда уже окей, да. Окей, все, шмонайте, проверяйте, пожалуйста, пацаны. Если по закону, я за, чтобы это все работало. Преступников, чтобы ловили преступников, наказывали их, и чтобы это все было круто. Ну, пожалуйста. Если у тебя есть в натуре ориентировка на черный Range Rover, ты к ним мне ее въебник. Я закрою рот и досматривай все. Наоборот, я бы даже скажу, давайте все откроем. Пожалуйста, пацаны. Да. Ну, а это чистая понимаешь? Это да. Вот. Ну, и таких случаев очень много. Но если по-нормальному, там, ну, по-нормальному, вот, настоящая полиция. Вот они лезут на крышу к психбольному, да. Человек падает, там что-то разбивается. Он мог провалиться в крышу. Там, а могли забить. Вот те чуваки, которые останавливают просто так, стояли бы внизу и кричали, ну слазь уже! Не, камнем в него бы кинули просто. А недавно было в Киеве, там чувак что-то на перекрестке, там что-то ножом пытался Те стояли, уговаривали. Он подошел, взял такой дрын. Какой его по ноге, тот упал, подбежали, завернули, упаковали, увезли. Он говорит, хорошо, сейчас, минутку, пошел. Так, бах ему по ноге. Тут шлеп. В Хмельницком аист проходит реабилитацию после столкновения с церковным крестом. А понтифик, конечно, промахнулся, понял? Думал Харьков и Хмельницкий. Оно же созвучно где-то, дал Хмельницкий. Интересно, а сколько бы стоил аист с автографом понтифика? Я понимаю, что аист не ласточка. Как ураган. Ну, ласточка, да, я понял. Чайка такой, стремительный. Бренд Ватмо был пойман на плагиате луков бездомного украинца. Львовский фотограф, который запечатлел образы бездомного Славика в 2011-2013 году, уверен, что одежда, представленная в лукбуке Ватмо 2022, местами схожа или откровенно копирует луки Славика. Примечательно, что в 2016 году создатель бренда упоминал, что при работе над первой мужской коллекцией вдохновлялся, среди прочего, снимками Славика. Какая-то новость немножечко придурочная, потому что бренд Ватмо был пойман на плагиате, и в то же время отмечается, что создатель бренда, это, кстати, забыл, как его зовут, но очень крутой чувак, говорится о том, что он был пойман на плагиате, а потом говорится о том, что все-таки он предупреждал изначально, что он вдохновлялся Славиком. Это не плагиат, значит. Я думаю, что Славик может пойти подать в суд, мне кажется. Славик, да. Я думаю, что Славик уже не ходит, потому что в 2011 выглядел уже так, что дай бог бы до 2015 допетлять. А на сегодняшний день 2021, напомню, для тех, кто не в курсе. Ну что, ребята, посудачили мы на тот и на этот счет и закругляемся. Как часто будет эта рубрика? Эта рубрика у нас будет раз в неделю. Это быстрые новости. Мы с тобой здесь на 2 часа, а из этого получится прекрасный 10-минутный выпуск. Шикарнейший. Даже 7. 7 это, Володечка, вышел на совсем. Оглашение длины твоей шпаги. И это если в дюймах.
в дюймовочках. Друзья, как вы смели обратить внимание, мы стараемся делать для вас абсолютно разноплановый контент, делать интересно, общаться на разные темы. Хочется, чтобы вы понимали, что мы не зашоренные наркоманы и не только лишь едиными криптовалютами живем, но и посматриваем, подсчитываем, понюхиваем, Новость. подслушиваем. Ставьте лайки. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот эти Включайте штуки. колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Пишите комментарии. Все, как и во всех наших остальных рубриках. И это не единственная новая рубрика, потому что скоро вас ждет еще одна интереснейшая рубрика. Но об этом чуть позже. В следующей рубрике. Спасибо, друзья. Всем пока. Пока. Это были мы. Вовочка, в Инстаграм еще зайди на секунду. У оперпоста ДР. Сейчас будем поздравлять. Сейчас он придет и поздравите. Он смеется в ухо, даже я отсюда слышу. Интрига на... А мне кажется, это Ладно, это была шутка. Нам его день рождения нужен. Никто не будет его поздравлять. Ладно, будем поздравлять. Нужен день рождения. А ты угадай, кто оперпост. Как его зовут? И наша постоянная рубрика «Угадай, кто оперпост». А зовут его Денис. Иди в центр. Присаживайся к папе, Не спали, алло, чувак, ты... Все пошибашло. Поздравляем! Счастья, здоровья и, как говорится, торта желаем. Смотри, ты тоже в торте. Да, у меня С наступающим. Красавчик.